Всем привет! В сегодняшнем уроке мы узнаем, что такое лига и залигованные ноты. И как всегда в освоении нового теоретического материала нам поможет практический разбор новой пьесы. Давайте сразу обратим внимание на новый элемент, который записан дважды в нашей сегодняшней партитуре. Это дугообразная линия и есть лига, а функция такого знака очень проста. Когда лига объединяет две одинаковые по высоте ноты, то вторая нота не извлекается на инструменте еще раз, а продолжает свое звучание за счет первой ноты. Давайте разберем пьесу. В первом такте после баса записаны 5 нот подряд, которые образуют фрагмент гаммы. В музыке такие фрагменты, которые образуют последовательности нот, которые идут одна за другой, как по гамме, называют гаммообразными пассажами. Поэтому после изучения гамм, я думаю, что такие последовательности разбирать и играть очень легко. На пятой струне нота ля открытая, на третьей струне нота ля на втором ладу, вторая струна нота си, дальше на второй струне еще две ноты, это до и ре. Обратите внимание, что ноту ре удобно играть в пьесе именно четвертым пальцем, несмотря на то, что она на третьем ладу. И первая открытая нота ми. Сыграем всю последовательность подряд. Во втором такте также первая нота басовая, и затем 5 нот подряд исполняются тоже по принципу гаммообразного пассажа, несмотря на то, что эти три ноты образуют как бы арпеджио. Но в данном случае мы играем ноту на первой струне, затем две ноты на второй струне, поэтому, несмотря на то, что здесь есть все-таки элемент арпеджио, аккордовая структура, в правой руке это все-таки будет похоже на гамму. Итак, четвертая струна открытая, нота ре. Дальше нота ре четвертым пальцем на второй струне. Открытая ми на первой. Дальше фа на первом ладу. Ре на второй струне на третьем ладу и си, вторая открытая. А теперь прослушайте и попробуйте сыграть два такта целиком. В следующем такте группа из трех нот образует один аккорд. Играем мы его очень простой арпеджированной техникой. На четвертой струне прижата нота ми на втором ладу, на третьей струне соль диез на первом ладу, вторая струна нота си открытая. И сразу разбираем остальные три ноты. На шестой открытой нота ми, на первой открытой нота ми и на второй струне нота ре на третьем ладу. В
четвертом такте защипываем на пятой струне ноту ля. Все остальные ноты исполняются на второй струне. Нота до на первом ладу, затем нота си открытая, ре на третьем ладу, до снова на первом ладу и опять си открытая. Теперь играем два такта целиком. Следующие два такта в точности повторяют первые два такта пьесы. Вспоминаем и играем все целиком. В этом такте записаны два разных аккорда. В этом аккорде из трех нот прижимаем на четвертой струне ноту ми на втором ладу. Обратите внимание, это именно та залегованная нота, которая продолжается до середины следующего такта. Дальше на третьей струне прижата соль диез на первом ладу и на второй струне открытая нота си. Затем, не убирая второй палец со второго лада, на четвертой струне оставляем прижатой ноту ми, которая будет еще раз исполнена здесь, в этом аккорде. Также прижимаем ноту ля на втором ладу третьей струны и ноту до на первом ладу второй струны. Не забудьте, что нота ми на четвертой струне все еще продолжает звучание. Сколько же нужно ее выдержать в данном случае? Это четверть с точкой. В четверти помещается 2/8 ноты. Точка удлиняет ноту ровно наполовину. Это значит, что еще плюс 1/8. Таким образом, звучание этих трех нот одного аккорда сопровождаются звучанием ноты ми до середины такта. В данном случае до начала звучания ноты ми на шестой струне. Играем ноту си на второй струне открытой, на третьей струне нота соль диез на первом ладу и открытая нота ми на первой струне. Дальше защипываем басовую ноту на шестой открытой струне. Выдерживаем ее 2 удара восьмыми, затем следует восьмая пауза. Хочу сказать, что в данном случае эту паузу можно рассматривать символически и исполнить эту ноту не как четверть, а заменив паузу еще одной восьмой, продлить четверть на 1/8. То есть эта нота может звучать как четверть с точкой до конца такта. Этот блок из двух тактов очень непростой. Попробуйте еще раз с помощью или самостоятельно по нотам разобрать все ноты этих тактов и повторить два такта целиком. В этих двух тактах нота ми, прижатая на четвертой струне на втором ладу, выдерживается до конца второго такта. Здесь звучит арпеджированный аккорд, который исполняется на 4 разных струнах. Ноту ми мы уже разобрали. Дальше прижата нота соль диез на первом ладу третьей струны. Нота си это вторая открытая, нота ми первая открытая. А затем нужно будет добавить 2 ноты на второй струне.
это нота ре на третьем ладу и нота си, вторая открытая. В этом такте не забываем выдерживать залегованную ноту ми на четвертой струне на втором ладу. Она просто продолжает свое звучание, не защипываем ее еще раз. А вот эти 6 нот образуют арпеджированный аккорд, который мы играем так. На второй струне нота до, затем на третьей струне нота ля, прижатая третьим пальцем, так как второй палец занят нотой ми, которая продолжает все еще свое звучание. Затем снова нота до на второй струне на первом ладу, ми открытая, до и ля. Теперь прослушайте и попытайтесь сыграть 2 такта целиком. В этом такте все ноты играются так же, как и в первом такте этой строчки, за исключением первой ноты в басу. Теперь вместо ми на четвертой струне на втором ладу мы играем ноту ми на шестой струне открытой. Затем, напоминаю, соль диез на третьей струне на первом ладу, си, ми открытые, вторая и первая, затем на второй струне 2 ноты, ре на третьем ладу и си открытая вторая. В этом такте играем на пятой открытой струне ноту ля, затем 2 ноты на второй струне, нота до на первом ладу и нота си, вторая струна открытая, затем блок из 3 нот одного аккорда, нота ля на втором ладу третьей струны, нота до на первом ладу второй струны и нота ми, это первая открытая струна. Пробуем сыграть 2 такта без остановок. В последней строчке пьесы каждый блок из 3 нот образует один аккорд. Так как и прежде, стараемся разобрать целиком весь такт. На четвертой открытой струне бас ре, а затем дважды играется нота фа на первом ладу первой струны. Здесь все очень просто. В этом аккорде бас, соль. Обратите внимание, несмотря на то, что это третья струна, она все равно рассматривается в данном случае как басовая, и поэтому ее желательно играть пальцем П. И после третьей открытой на второй открытой дважды защипываем ноту Си. В следующем такте 2 аккорда такие. На пятой струне прижата нота до на третьем ладу и дважды играем на первой открытой ноту ми. Затем прижимаем на третьем ладу четвертой струны ноту фа, и после ноты фа будет звучать на третьей струне дважды нота ля на втором ладу. Сыграем 2 такта подряд. Дальше все очень просто. На четвертой открытой нота ре и на второй открытой дважды играем ноту си. И в этом аккорде на четвертой струне на втором ладу прижата нота ми. После этого защипываем
третью струну, где прижата соль диез на первом ладу. В последнем такте пьесы все 4 ноты образовали один аккорд. На пятой открытой струне играем ноту ля, затем прижата нота на третьей струне на втором ладу, тоже нота ля, на втором ладу четвертой струны нота ми и последняя нота, такая же нота ля, на пятой открытой струне. Повторяем 2 такта целиком.